посмотрим давайте сегодня, что нам расскажут, подскажут, поведают. Как вообще обстоят дела, да? С этим всем. Восьмерка пентаклей. Верховная жрица трудится. Трудится, работает, да. Если вы в работе. Вообще сегодня без какой бы то ни было информации. Ну, просто по потоку информация вообще. Без темы. Вот, расклад, короче говоря, по потоку без темы. Там в энергиях недели уже приличная информация всплыла на сегодняшний момент. Девочки, император к вам спешит. Почему? Потому что знаю кое-какую карту из этой колоды, она на дне. Император, шестерка жезлов. Бывший. Тот, о котором мечтали, спешит к вам. Если не император, это дело вашей жизни. Я возвращаю карты на место. Это просто вот называется по потоку, понимаете? Вот вам и поток. Давайте посмотрим, что же здесь у нас сегодня на повестке дня по потоку. Что вам надо знать? И смотрите, и шестерка жезлов, я перетасовала карту, шестерка жезлов, это же выпала. Что-то к вам спешит. Тра-та-та-ра-та-та-та. Вы от чего-то ушли и куда-то устремились, хорошие мои. Крады, смотрите, как интересно сегодня идет информация. От чего вы там ушли? От королевы мечей. Все. Все, хорошие мои. Навоевали. Вот реально, навоевали. Все. Почему? Потому что начинает сбываться то, что вы ожидали. И здесь кто-то наотстаивал себя, понимаете? Все, радуйтесь. Здесь ваши мечты будут осуществляться. И мальчики, и девочки. Я еще выбирала колоду для потока. Хотела выбрать золотого колеса. Вот. Но что-то она мне не заходит в последнее время. Если кто помнит, у меня она была. Кстати, я, наверное, ее разыграю. Скорее всего. Что-то надо с этим придумать. Вот. Об этом попозже. Кстати, девочки, кто-то мне писал в комментариях, что не могли нигде найти такую колоду, именно золотое колесо. Но я писала, что со значениями сзади, что эту колоду я делала специально для себя. Если кому актуально, я помню, писала какая-то подписчица моя, напишите мне, может, я вам ее и продам. То есть там буквально за чисто символическую цену по печати. И будет вам счастье. А у меня место освободится. Так вот, из этой колоды выпало две карты. Король кубковый. Видели, да? Он тут тоже из этой колоды выпадал. И пятерка пентаклей на него. То есть мужик в полной нищете. Здесь то, за что вы воевали, за что себя отстаивали. То, что ожидали, сбудется. Давайте еще на семерку пентаклей я вам... Звезда. Я же сказала, то, о чем мечтали, сбывается. Все. Здесь отвоевали себя, свой ресурс, свое будущее, свое здоровье, жизнь. Потому что, я же говорю, по энергиям недели у нас идет информация, что быдлобой, ну, готовится уже к встрече с Костлявой, потому что большие проблемы у человечка. А он пытался эти болячки на вас перекинуть. Давайте, если по иллюзиям, то что это? И все же...
Мне знаете, что хочется сказать? Сейчас, секунду. Я сейчас уточню вот эту вот тройку кубков. Все, хорошие мои. И мальчики, и девочки. Расслабляйтесь, отпускайте мысли о том, что при дальнейшем построении совместного будущего с кем-то, ну, когда вы найдете достойного партнера, поймете, что это ваша вторая половина, вы уже не встретите быдло и мразь, которая будет тащить семью в треугольнике, в нищету, будет мстить, за что-то там махач устраивать тупорылейшей, понимаете? То есть вот недоразвитые вот эти неосознанные личности, они больше в ваше пространство не войдут. Вот от этого страха нужно вам избавиться, немножечко проработать этот аспект. Не будет треугольников у вас. Не будет пьющего мужика, понимаете? Не будет недоразвитых мамаш со стороны и сестер, братьев, теток, блядь, еще кого-то там со стороны мужа, либо жены. Ну, если мальчики смотрят. Будут достойные партнеры, и получится у вас выстроить адекватную, нормальную семью. А почему вот это? Девочки, 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 девочки и мальчики. А здесь предложение. А здесь по работе. Работа надолго, сотрудничество надолго. Девяточку пентаклей ковать будете, возможно, вместе с кем-то. Это на эту неделю, хорошие мои. Это не заоблачные дали, это на эту неделю. А здесь влюбленные. Да, а почему паж? Потому что страшный суд. Возможно, вы должны из этого пажа сделать императора. Если мальчики смотрят, значит, из этой девочки должны сделать императора. А еще мне здесь проходит такой аспект. Смотрите, императрица, император выпали. Императрица, император, карты выпали сами, мать его, понимаете? Ну, со вселенной не поспоришь. Я хотела здесь сказать, энергии проигрываются, поэтому я озвучу. Здесь мальчики, которые любят мальчиков, то здесь вы из пажа кубкового будете, ну, тоже своего партнера поднимать. Здесь проигрываются эти энергии. То есть... Что вижу, то и пою. Ну, итак. Так, ребятки, вот все. Здесь я дальше не хочу смотреть. Я хочу вот это вот. Вот это, что оно означает? Что? Здесь пара выпадает. Здесь выпадает пара. Пара-па-пара-па-пам. Пара-пам-пам-пам-пам. Возможно, просто благополучное сотрудничество, союз. Но, возможно, это перерастет в что-то большее. А возможно, и не перерастет. То есть, ну, если даже здесь не брать любятинку, то я вам хочу сказать, что то, над чем вы будете вдвоем работать, это принесет колоссальный успех обоим. Здесь... Слияние двух энергий. Смотрите, императрица, император, туз кубков. Знаете, девочки и мальчики? И я как бы это... Все-таки любятина тут попахивает. И мир. Через интернет можете общаться. Может быть, издалека человек. О чем это говорит король жезловый? Активный. Фортуна. И что фортуна у короля жезлового там? Ну чё? У человека новые проекты. К тузу. Ну, тут фортуна, паж пентаклей, туз пентаклей. Это он же?
Ага. Значит, здесь кто-то может всплыть, бля. Как вариант проигрывается. Все, ну так, знаете, если 100%, ну, на 15 уже бывшатина может влезть, понимаете? Либо же здесь два партнера. Этот император, это не этот король жезловый. А-а-а. Нет, нет, нет. Что еще надо знать? Тут же и рыцарь пентаклей давно. Человек долго мечтает о семье, о стабильной семье. А не получается. Приходится отстаивать себя, бороться за себя. Вечно какая-то конкуренция у него. А человек готов отдавать. Понимаете? Именно отдавать. Не просто брать, а отдавать. И вот смотрите, мальчики, если вы смотрите на девочку, эта девочка такая, она сейчас в конкуренции, в борьбе, понимаете? То есть, да, в энергиях короля жезлового, но при этом и маг. Ну-ка, давайте все-таки, знаете, что, девочки, все-таки это было на императора больше. Теперь давайте, если мальчики на девочку смотрят, там что? А на девочку пытается воздействовать бывший, видать, какой-то кубковый. Все это остановлено. Воздействия идут на женщину, мальчики, кто смотрят на ту девочку, которая вам предрешена высшими силами. Там сейчас борьба, там к ней темных посылают, всякую ерунду, ну, чтобы ее волю проломить, а это все разрушается. Она себя отстаивает, еще и как отстаивает, нихера себя, ого! Туз мечей, рыцарь мечей и верховный жрец, и иерофант. Она там еще не просто себя отстаивает, она еще и накостыливает сверху. В общем, думаю, да, для каждого рассказала. Что по императору, который идет в жизнь девочки для вас, и что по императрице, ну, в каких она энергиях, если смотрят мальчики. Итак, что нужно вам вообще знать за эту пару? Что это вообще? Что нужно знать? Что, почему, как? Ого, четверка мечей, луна, смерть. Тут очень сильные... И не мира сего, я вам хочу сказать, а мира более такого серьезного. Мир мертвых, мир темных, легионы смерти. И что? Вот нестандартная энергия пошла. Ждите вестей из мира мертвых. К вам придут, что-то подскажут. У кого-то здесь союз с новыми... Это не фамильяры, хорошие мои. Это какая-то определенная сила. На этом союзе может стоять и вас как сводят. Здесь нифига себе. Ну вот реально, вот просто, ну нифига себе по этим картам. Да и по этим вот, по вот этому. Знаете, как арка. Видите? И тут союз внизу. Ну, внутри этой арки. Я не читаю здесь девятку мечей, как здесь четверка мечей, девятка мечей. Здесь выход из мира мертвых, понимаете, духов. Давайте уточню девятку мечей, что они. Будут рассказывать о двойке жезлов, о новых планах. Понятно? Вот такое ощущение, что это вот пара. Видите? И вы будете к общей идее идти. Здесь успешный обмен. Успешный обмен, хорошие мои.
Очень успешный обмен по этим моментам. Так, сейчас будем закрывать арку. По этим моментам что? Здесь жрица, ну нифига себе. Здесь я вам хочу сказать и мужские, и женские, и дьявол. Ёперный балет. Вот это жесть. Мне не идет по энергиям именно трактовка Таро, ее как будто нет, понимаете? Вот у меня как будто бы ее вообще нет в моем сознании. Я вижу здесь абсолютно другие вещи. Значит так, мальчики и девочки, тот, кого к вам приведут, я повторюсь, это должны быть осознанные отношения, это не белиберда и ересь какая-то. Это осознанные отношения. Как распознать их изначально? Да элементарно. Человек с вами честен. В общем, свои нюансы. Кто в курсе, как должны строиться отношения, а здесь люди, скорее всего, уже в курсе. Ваш союз оберегают очень-очень темные силы. И предки, духи вашего и его рода. Вашего и ее рода. Смерть, король мечей, дьявол. Это просто, я, блядь, не завидую тем, кто попытается как-то вам помешать. Либо встретиться, либо создать то, что вы планируете создать. Здесь, знаете, такое... Помимо этого, вторым потоком идет, кто не разберется в том, как нужно строить отношения, не успели, здесь может проигрываться то, что войдет человек двуличный, гадкий, под магией, с треугольниками. Это проигрывается, но в меньшей мере у меня здесь. Опять же таки, кто на каких вибрациях. Вот это да, вот это да. Нежданчик-то какой, обалдеть. Что еще надо знать? Здесь девочки переходят королеву кубков. Почему? Здесь ведьмы, ведающие. Тяжело было быть королевой кубков, потому что все на своем горбу тащите. Детей, дом, ремонт, бизнес, машины, не знаю, проекты. Да все. До хрена на себя взвалили, может спина побаливать, как вариант. А идей все равно много, работаете, и все равно королева кубков, королева жезлов, и тут императрица. Не до королевы кубков, короче говоря, вам было, да? Так что же еще нужно знать? Тот, кто на вас нападки какие-то совершил в недавнем действии, отхлебнет человек. И королева Пентаклей, третья королева выпадает. Здесь смотрите. Девочки, у вас что-то в вашем статусе меняется, в вашем бизнесе меняется. Если по правосудию, уточняю еще правосудие, крадено у вас что-то было. Параллельно с этим вижу влияние какой-то бабы. Это все отсекается. Тут у вас по правосудию. Вторым потоком кто-то, если кто еще себя не проработал, на вас крадники могут быть. Планы будете строить по поводу какой-то поездки.
Ой-ой-ой-ой-ой, здесь с кем-то будет откровенный разговор, как минимум. Как минимум. Здесь прям человек как будто бы очищается от треугольников, от недоделанной семьи, понимаете, недоразвитых отношений, где вот один партнер должен пахать, а остальной только ехать на шее другого. А почему двойка мечей? Вам пытались эту чистку перекрыть. Слушайте, здесь сделали так, чтобы вы не встретили свою вторую половину. Вы как будто будете направляться, либо планировать, понимаете, либо вот отношения, вы строите планы общие, либо какой-то проект вместе, но тут достойный человек, либо же здесь любовь впоследствии. Вот. И вы сочетаете в себе 3 королев. Без комментариев, я думаю. От королевы мечей в начале расклада вы ушли. И тут же выпадает 3 королевы и императрица. Здесь кто-то может поехать к своему партнеру в гости, кто-то встретиться, либо же только проект какой-то будете делать, либо же уже отношения будут у вас, либо будут планы насчет того, как съехаться, как строить отношения, семью, дом, быт. Здесь обалденный расклад. Начало этому всему будет положено на этой неделе. От вас это отодвигали. Крали это все, перетягивали судьбу, забирали ваши и тому подобное. Я не хочу все перечислять, это уже не имеет никакого смысла. Мальчики и девочки осознанные, я вас поздравляю. Дождались. Всем пока-пока.